Добрый день, уважаемые зрители, подписчики, коллеги-юристы, студенты юридических факультетов, все, кто серьезно, внимательно следит за развитием одного из самых громких, длительных, резонансных и сильно политизированных уголовных дел современной Украины, делом об убийстве Ирины Фарион. С вами практикующий юрист Валерий Табаков. Сегодня у нас большой, подробный, всесторонний, развернутый, детальный обзор судебного заседания по делу об умышленном убийстве украинской языковедки, общественной деятельности, яркой, неоднозначной фигуры и заседание, которое состоялось вчера, 20 мая 2026 года в Шевченковском районном суде города Львова. Как юрист с многолетней практикой я разберу это заседание тщательно, шаг за шагом, со ссылками на конкретные статьи законов, подробным анализом правовых последствий каждого выявленного нарушения, оценки тактики обеих сторон процесса, практическими выводами и понятными объяснениями для всех категорий зрителей, от широкой аудитории до людей с юридическим образованием. Я постараюсь раскрыть каждый аспект максимально доступно, полно, профессионально, без воды, чтобы вам было комфортно воспринимать эту информацию. Итак, главное процессуальное решение суда на заседании 20 мая 2026 года. Суд принял решение объявить перерыв в судебном рассмотрении дела и назначил следующее судебное заседание на 15 июня 2026 года. Основной и вполне обоснованной причиной такого решения стало обеспечение реального, а не формального права обвиняемого Вячеслава Зинченко на полноценное, всестороннее и достаточное по времени ознакомление с материалами уголовного производства через его нового адвоката. Новый защитник, адвокат Лариса Криворучко, получила диск со всеми материалами досудебного следствия и судебного дела только 19 мая 2026 года, позавчера, то есть буквально за один день до начала судебного заседания. Объем этих материалов составляет 2 терабайта, и это действительно колоссальный массив информации, десятки тысяч страниц различных документов, сотни протоколов допросов свидетелей и потерпевших, результаты многочисленных экспертиз, баллистических, генетических, ДНК, трассологических, почерковедческих и многих других, видео с камер наблюдения, вещественные доказательства, переписка, постановления, ухвалы и огромное количество других материалов. Понятно, что физически изучить, проанализировать и систематизировать, а также сформировать взвешенную позицию по такому огромному объему данных за одну ночь или даже за несколько дней практически невозможно. Ознайомлення з повним матеріалом. Вони мені надіслали вам висновок на височити четвер, в п'ятницю. Ми отримали попитання в п'ятницю відправили, не треба обманювати. Не порушити порядок в залі судового Пане засідання. захисник, звертайтеся До суду, я до вас звертаюся. Ні, ну перед тим ви... Ну, то я подивилася, звертаюся я до вас. Ви ж знаєте. Ну, то я ж до вас звертаюся, але подивилася, що не маю права на прокурора дивитися. На прекрасну жінку. Так от. Отримала тільки вчора в обід от такий диск в приватному порядку. Чи потрібно мені з ним ознайомитися з розміром 2 терабайти? 2 терабайти. Я думаю, що вам не потрібно роз'яснювати, скільки там матеріалів. 2 терабайти. Так от, після цього мені потрібно час, безумовно, я за півдоби не встигла, тому що в мене був час на дорогу доїхати.
Мені потрібно от тепер оцей диск, я не вірю стороні прокуратури, враховуючи, як вони фальшують матеріали справи по незаконно обвинуваченому Зінченку. Я маю намір звірити оце, що вони мені прислали кур'єрською новою поштою, доставкою в приватному порядку, до речі, не від Львівської обласної прокуратури, а просто від приватної особи. Ну, там так і написано, я вам роздрукую, додам до електронного суду. Це називається дії з ознаками корупції. Знаєте чому? Тому що вони сплачували за приватний кошт, а не з рахунків Львівської обласної прокуратури. Якщо ви Але місяць так часу от, чекали від прокуратури документів, то це так от, ваша честь, я не закінчила. Ви формуєте Ваша честь, я не вибираєте його закінчила. порядок. Я так правильно. І ви мені не вказуєте. Вот, это первое, что там произошло. И кроме того, адвокат Криворучка отдельно и очень настойчиво заявила о системных проблемах с предоставлением бесплатного доступа к журналам судебных заседаний, что также существенно затрудняет ее работу по подготовке эффективной защиты. Незаконно обвинувачено, ну добре. Не добре, але ж, ну що ж, є як є. Але я вважаю, що перше, я маю право на ознайомлення, 42 стаття КПК. Я маю право безпосереднього ознайомлення з матеріалом електронної судової справи і з журналами судових засідань. Ну, маю право. Я можу вам сказати більше. Я на них заперечення маю право писати протягом до 5 днів після того, як мені в електронний суд вона підвантажить. Що зробила секретар судового засідання? Вона мені закрила доступ до них. І відкрили доступ тільки за гроші. Ну як це я не маю права ознайомитися з журналами судового засіданнями, а маю право ознайомитися тільки за гроші? Ну як це так? З одним я ознайомилась, 100 гривень заплатила. Це коли адвокат з зупиненим свідоцтвом, згідно відомості ЄРАУ, ви допустили до участі під час продовження запобіжного заходу Зінченку, чим допустили його порушення права. Це не є політична промова. Будь ласка, суд вам надав, почекайте. Шановний Суд вам надав головуючий, можливість шановний повідомити головуючий, колег. Центральный и наиболее значимый момент всего заседания вчерашнего судебного заявления адвоката Ларисы Криворучко. Самым важным принципиальным событием оно стало, потому что оно было жестким и касалось грубых системных процессуальных нарушений права обвиняемого Вячеслава Зинченко на квалифицированную юридическую помощь на предыдущих этапах судебного процесса. Итак, правовая база, конкретные нормы законодательства. Статья 59 Конституции Украины прямо гарантирует каждому человеку право на квалифицированную юридическую помощь. Статьи 20, 22, 45 и 50 УПК Украины устанавливают гарантии права на защиту, обязанность суда обеспечить участие защитника и обязательную проверку его полномочий перед каждым судебным заседанием. Статья 32. Правила адвокатской этики, которые утверждены съездом адвокатов Украины, четко устанавливают, что договор о предоставлении правовой помощи автоматически прекращается в случае остановки или аннулирования свидетельства адвоката. И статья 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пункты 1 и 3, гарантируют право на справедливый суд и эффективную правовую помощь защитника. Каковы конкретные факты по предыдущим адвокатам Зинченко, о которых в судебном заседании заявила адвокат Лариса Криворучко? Первое. Игорь Сулима. Свидетельство его было остановлено с 20 марта 2025 года по 20 мая 2025 года. Это полных 2 месяца. После возобновления действия свидетельства договор о предоставлении правовой помощи с Игорем Сулимой не был перезаключен. Второе. Владимир Вороняк вступил в дело примерно в середине мая 2025 года. Его свидетельство было остановлено с 26 декабря
2025 года по 26 января 2026 года. Договор после остановки свидетельства также не перезаключался. Третье. Юрий Немировский активно участвовал в качестве адвоката с февраля по середину мая 2025 года, после чего фактически прекратил свое участие в процессе. Ключевые периоды, таким образом, когда Зинченко реально был лишен квалифицированной юридической помощи. С 20 марта 2025 по 20 мая 2025 года. Остановка свидетельства Сулимы плюс частое отсутствие адвоката Немировского. С конца апреля по начало мая 2025 года, особенно это касается заседания 1 мая 2025 года, которое длилось 8 минут, и адвокаты вообще не явились. С января по середину марта 2026 года Зинченко был лишен юридической квалифицированной помощи в связи с остановкой свидетельства Вороняка, плюс длительный больничный Вороняка, из-за которого он пропустил несколько заседаний подряд, с учетом того, что адвокат Игорь Сулима не имел полномочий представлять интересы Зинченко в судебном заседании как адвокат, в соответствии с законом. В апреле 2026 года были постоянные проблемы с явкой и полномочиями обоих адвокатов до момента официального отказа от этих адвокатов Зинченко. Важный вопрос: каковы последствия исследования доказательств судом в условиях лишения обвиняемого Вячеслава Зинченко квалифицированной юридической помощи. Если суд в указанные периоды проводил судебное следствие, исследовал доказательства стороны обвинения, допрашивал свидетелей, рассматривал различные ходатайства и, главное, неоднократно продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, то все эти процессуальные действия были совершены с существенным нарушением норм уголовного процессуального закона. Каковы правовые последствия таких действий? Согласно статье 412 УПК Украины, это квалифицируется как существенное нарушение уголовного процессуального закона, которое препятствовало или могло препятствовать суду принять законное, обоснованное и справедливое решение. Согласно статьям 415 и 416 УПК Украины, такие нарушения являются основанием для отмены соответствующих судебных решений. В первую очередь постановлений о продлении содержания под стражей в апелляционном и кассационном порядке. В случае вынесения обвинительного приговора данное нарушение может стать одним из главных и сильнейших оснований для этого решения об обвинительном приговоре Зинченко, для его полной или частичной отмены этого решения. Длительное и системное лишение права на эффективную защиту Зинченко Вячеслава является грубым нарушением статьи 6 Европейской конвенции, что открывает широкие перспективы для успешного обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Суд был обязан либо приостановить производство по делу, либо
немедленно обеспечить участие нового защитника с действующими полномочиями. Игнорирование этой обязанности существенно ставит под сомнение легитимность всего судебного рассмотрения в указанные периоды. И, наконец, заявление Ларисы Криворучко для представителей СМИ, которое она сделала, пока суд находился в совещательной комнаті. Вона сказала, щоб не було ніяких маніпуляцій у ЗМІ, повідомляю, захист Зінченка я здійснюю абсолютно безкоштовно. Она подчеркнула, что делает это с переконань законодавства Украины. И это далеко не первая ее работа про боно. Ранее успешная защита несовершеннолетнего в Бердичеве по делу об убийстве, где, по ее словам, дело было шито белыми нитками. Посмотрим это заявление Криворучко. Продовження слухання справ, яке відбулося там 10-15 хвилин, це називається порушення дії судової колегії з порушенням правил відводу, самовідводу, і також відповідно до порушень 106 статті Закону України про судоустрій та статус суддів, істотне порушення КПК, що призвело до порушень щодо складу суду. Тобто вони після заявлення заяви про відвід продовжили слухати справу до вирішення заяви про відвід, що заборонено. Це називається дії порушення статті 6, зокрема. Погано закінчують з часом. Да, а як саме погано? Ви мені погрожуєте? Так, 129-та, я тебе дуже добре пам'ятаю, вона всім погрожує. Навіть з жовтня 24. Обґрунтуйте, назвіться, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по Я не батькові. зобов'язана називатись вам. Чому? Тому що ми в залі суду, але це не є судове засідання зараз. Я є просто Ви глядач. слухач, ви кажете, що я погано закінчу. Ну так я ж, а як саме? Така є. Так. А як? Що ви вкладаєте в поняття погано закінчу? Якщо гроші починають Так. пахнути, тоді люди погано закінчують. Одразу свої роблю гроші. публічну заяву. Так. Що ви Даний безкоштовно процес захищаєте з іншим? абсолютно я захищаю безкоштовно. Я адвокат, який надає в тому числі про бону. Це ви можете, будь ласка, не перебивайте. Дякую. Я вислухала вас з повагою до вас, з повагою до кожного, але якщо ви ставите запитання, ви маєте якусь терпімість заслухати відповідь. Так от, враховуючи, щоб не було будь-яких маніпуляцій в засобах масової інформації, я повідомляю, що захист Зінченка я здійснюю абсолютно безкоштовно. Ви робите це за даним переконанням? Я роблю це з переконань діючого законодавства України. Зрозуміло, дякую. Да. Втомилася слухати лекції адвоката, які свідчать ні про що. Я втомилася слухати російську мову в залі суду. Я вимагаю, щоб було покарання за це. Також я приходжу на ці судові засідання вже рік і 10 місяців. Я переживаю втрату мами. Цього ніхто не бачить. З цього судового процесу хочу зробити шоу. Тому вкотре нагадую, що Зінченко, відповідно до усіх матеріалів справи, є вбивцею Ірини Фаріон, і він має сидіти довічно. І як він колись сказав, час покаже, час вже має, до речі, показати, що він має сидіти за гратами. Ну вот, такие заявления Софии Особы, проанализируем их. Во-первых, грубейшее нарушение презумпции невиновности. Это самое серьезное нарушение. Фраза «Зінченко є вбивцею Ірини Фаріон, і він має сидіти довічно» прямо противоречит статье 62 Конституции Украины и статье 17 Уголовного процессуального кодекса Украины. До момента вступления приговора в законную силу никто, включая потерпевшую сторону, не имеет права публично объявлять человека виновным. Второе. Что касается требования наказания за использование русского языка. Это
наиболее слабый и юридически несостоятельный момент в выступлении Софии Особы. Согласно статье 3 УПК Украины и устоявшейся практике ЕСПЛ, Европейского суда по правам человека, обвиняемый имеет безусловное право вести защиту на языке, которым он свободно владеет, в том числе и на русском. Далее, третье. Эмоциональное давление на суд. В заявлениях Софии Особы мы видим и слышим постоянные акценты на своей усталости, длительности участия в заседаниях, год и 10 месяцев, переживаниях потери матери и обвинения в шоу. И это вот давление Софии Особы на суд – это попытка повлиять на суд не через доказательства, не через юридическую процессуальную процедуру, а через эмоции. Это можно расценивать как требование к суду, чтобы он, этот суд, проявил предвзятость по отношению к Зинченко в связи с тем, что София устала от длительности участия в судебных заседаниях. И, наконец, четвертая проекция и двойные стандарты. София Особа обвиняет защиту и Зинченко в превращении процесса в шоу. Однако сама София Особа своими эмоциональными, категорическими и юридически некорректными заявлениями активно способствует именно такому медийно-эмоциональному характеру процесса с давлением на суд через средства массовой информации. В итоге, вместо укрепления позиции обвинения, такие выступления Софии Особы объективно помогают стороне защиты. Теперь общая оценка заседания 20 мая 2026 года. Позиция Ларисы Криворучко выглядит профессиональной, процессуально грамотной и стратегически выверенной. Она использует один из самых сильных инструментов защиты в условиях тяжелого обвинения. Это максимальное акцентирование на грубых процессуальных нарушениях. В итоге процесс отложен до 15 июня 2026 года. Защита получила серьезный процессуальный рычаг. Значительная часть судебного следствия проходила при нарушении фундаментального права Вячеслава Зинченко на квалифицированную защиту, что создает реальные предпосылки для отмены будущего, возможно, обвинительного приговора. Дело остается крайне резонансным и политизированным. Я, юрист Валерий Табаков, буду продолжать подробно и объективно освещать все ключевые события. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки, включайте уведомления, донатьте. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!